Сегодня в выпуске. Тэхён уничтожил фанатский чат, а также отпраздновал годовщину выхода своего сольного альбома. РМ отпраздновал свой день рождения, принял участие в благотворительности и тронул сердца фанатов. Джей Хоуп и Фаррелл Уильямс подогревают интерес к грядущему совместному проекту, Джин стал волонтером, а Шуга получил штраф за свой проступок. Рекорды, победы и достижения у Ви из BTS, Бигхёна из EXO, Чонгука тоже из BTS и не только. Концертные новости при участии Day6, 21 и The Rose. Хёнджин из Stray Kids украсит собой обложку модного журнала, а участник Seventeen готовится к уходу в армию. Соджанг заплатит штраф из-за клеветы в адрес Кан Даниэля, а также New Jeans хотят вернуть Мин Хи Джин, и похоже это продолжение истории Hype vs. Эйдор, только уже книга вторая. Это и многое другое сегодня в новостях индустрии. K-pop News номер 184, как обычно. Все ссылки на экране, милости прошу, подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчики. Можете использовать Boosty, чтобы получить ранний доступ и сказать спасибо, а также Donation Alerts и телеграм-канал, чтобы не теряться. Как обычно, загадочные иероглифы, которые, скорее всего, до сих пор не работают, просто те, для кого не предназначались, пока еще не научились добираться до контента в текущих условиях. Как обычно, с вами Максим, новости индустрии, и мы начинаем. Поехали! Итак, как обычно, начнем с новостей посложнее, правда, сегодня их достаточно много. В первую очередь у нас тут легенда, в кавычках, Соджанг, которая заплатит штраф из-за Кан Даниэля. Давайте подробнее. На Соджанг, скандально известную своими унизительными видео кей-поп звезды, в среду был наложен штраф в размере 10 миллионов вон, $7360 США, за клевету на певца Кан Даниэля. Сумма штрафа в 3 раза превысила рекомендованный прокуратурой штраф в 3 миллиона вон. Соджанг, 35-летняя ютуберша по фамилии Пак, загрузил множество видео с недостоверными слухами о кей-поп звездах, особенно об их личной жизни или пластических операциях. Кан подал на нее заявление в полицию за то, что в 2022 году она загрузила видео под названием, цитирую, «Распутная личная жизнь корейского айдола-сердцееда». Пак загрузила клеветнический и заставляющий заблуждаться контент о знаменитостях ради своей материальной выгоды, говорится в постановлении суда. Необходимо строгое наказание, поскольку такой контент может нанести непоправимый ущерб знаменитостям и их агентствам. А это на фоне еще того, что люди верят во все, что написано в комментариях, в интернете, это вполне себе очевидно, что такое может, к сожалению, произойти. Пак утверждала, что, цитирую, «верила в то, что содержание видео соответствует действительности», конец цитаты. Но суд отклонил это заявление, поскольку она не раскрыла свои источники. Кан также подаст гражданский иск, требуя 100 миллионов вон в качестве компенсации за ущерб, нанесенный его репутации, сообщает его агентство ERA, или ARA. 2 года, пока шел суд, заставили и артиста, и его поклонников испытывать муки, которые невозможно выразить словами, заявили в агентстве. Мы считаем, что гражданский иск – это минимальная защита от новых потенциальных жертв или от повторения подобного инцидента в будущем. Мы также примем такие же меры против любых подобных попытков опорочить артиста в будущем, добавили в агентстве. Стоит напомнить, что Пак также находится под следствием по обвинению в клевете на 7 артистов, включая Чан Вонён из группы IVE, Ви и Чонгука из BTS, которые, кстати, в марте подали гражданский иск в адрес Творца. Такая вот история, что можно сказать. Справедливость восторжествовала, думаю, так, и двигаемся дальше. С момента выхода последнего видео на этом канале до момента записи этого прошло достаточно много времени, как оказалось, потому что теперь New Jeans активно выступают за то, чтобы Мин Хи Джин вернулась и так далее. В общем, цикл новостей связанный с этим, и давайте по порядку. New Jeans создали YouTube-канал, обратились к хайп относительно бывшего гендиректора Эйдор Мин Хи Джин. Вслед за инициативой фанатов New Jeans, называемых Баннис, которые отправили открытое письмо Hype и Эйдор по вопросу увольнения Мин Хи Джин с должности гендиректора, участницы группы также проявили активность. Они обратились к агентствам с видеообращением, которое теперь уже удалено, но интернет помнит все. 11 сентября около 19:00 по восточному времени New Jeans неожиданно провели прямую трансляцию под заголовком «Что хотят сказать New Jeans» на своем недавно созданном YouTube-канале NWGNS. Ближе к концу трансляции участница Даниэль заявила, цитата, «Мы просим вернуть оригинальный концепт. Мы не требуем ничего большего. Мы уверены, что будет лучше, если все будут выполнять свои обязанности на своих местах. Надеемся, вы рассмотрите нашу просьбу. С человеческой точки зрения нам бы хотелось, чтобы вы прекратили преследовать нашего гендиректора Мин Хи Джин. Честно говоря, она находится в тяжелом положении, а Hype выглядит как бесчеловечная компания. Чему мы можем научиться у такой организации?» Далее Минджи добавила.
Нам необходимо вернуть оригинальный концепт с гендиректором Мин Хи Джин, чтобы управление и продюсирование были интегрированы. Мы обращаемся с этой просьбой, чтобы найти взаимопонимание, не вступая в конфликт с HYBE. Если наше мнение будет услышано, мы надеемся, что председатель Бан Шихёк и HYBE примут мудрое решение о восстановлении к 25 числу. Спасибо, что выслушали нас. В общем, такая вот история. Полный пересказ, если вам интересен, касаемо HYBE versus Эйдор, это предыдущие выпуски новостей, ищите где-нибудь, они там есть новости. Потому что 100 новостей за одну секунду пересказать невозможно. Но из последнего Мин Хи Джин недавно уволили с поста гендиректора 27 августа, если не ошибаюсь. Будем наблюдать за ситуацией, возможно, New Jeans сделают фатальную ошибку и могут стать 50-50 версии 2.0. Но именно той группы 50-50, которая была, так сказать, недальновидна в своих решениях. Тем не менее, будем наблюдать за ситуацией и двигаемся дальше. И еще немного информации с того самого удаленного загадочного видео от New Jeans. Интернет помнит все, давайте подробнее. 11 сентября участницы группы New Jeans поразили пользователей сети неожиданным видео на новом YouTube-канале. Это все было в прошлой новости. Новые подробности. Хани сделала несколько важных заявлений, касающихся конфликта с компанией HYBE. Она упомянула о нарушении контента, несмотря на то, что ранее велись разговоры о будущем после отстранения Мин Хи Джин с поста гендиректора Эйдор. Цитата. «Наш медиаконтент и креативная продукция имеют для нас огромное значение. Хотя HYBE обещали оставить всю творческую работу нашему теперь уже бывшему гендиректору, они нарушили наши творения, что, я надеюсь, многие из вас заметили во время наших встреч». Она также подчеркнула, какое влияние это оказало на сотрудников. Это тот контент, над которым трудились не только мы, но и наши коллеги, израсходовавшие бесконечные часы на его создание и выпуск специально для наших поклонников. Если бы они хоть немного осознавали, кто мы и какой контент создаем, они бы тщательно обдумывали свои действия перед тем, как перейти черту, которую ранее сами установили. Поговорив о том, что после отставки Мин Хи Джин гармония между менеджментом и творческой частью Эйдор оказалась под угрозой, Хани заметила: «Теперь мы понимаем, что не так много можем сделать, чтобы предотвратить возникновение подобных проблем. На мой взгляд, в Эйдор бизнес и творчество всегда были единым целым. Теперь, когда Мин Хи Джин ушла, эти аспекты деятельности рассматриваются как две разных области, что создает дополнительные трудности». Хани также выразила свои чувства по поводу отношения с HYBE, подчеркнув, что группа не собирается выполнять команды вслепую. «Мы понимаем, что это мешает нашей работе и считаем, что к нам должны относиться гораздо лучше. Нам трудно поверить, что HYBE искренне хочет помочь нам продолжать сотрудничество с нашим бывшим гендиректором. Ожидать, что она сможет спланировать и креативно подготовить наши проекты за 2 месяца, на мой взгляд, просто абсурдно». В конце Хани заявила, что группа не заинтересована в пустых обещаниях от HYBE и хочет, чтобы все вернулось на свои места. «Мы не хотим слышать лишь слова о том, как HYBE поможет нам в сотрудничестве с Мин Хи Джин. Наша цель — разрешить текущие юридические вопросы и вернуть рабочую атмосферу к норме». И после этой трансляции видео и YouTube-канал были удалены. Ну как, видите, кто-то, видимо, сохранил или успел записать. Что сказать? Опять же, группа New Jeans достаточно хорошая, музыка у них интересная, и будет обидно, если они вдруг исчезнут. Просто, зная, как устроена индустрия, опять же, даже из новостей, есть неиллюзорная вероятность того, что New Jeans на какое-то время могут уйти в неоплачиваемый отпуск на пару лет с такими заявлениями. Все-таки HYBE — это же мама, по сути, а это все дочери, дочерние компании Эйдор и прочие. Поэтому ситуация, конечно, крайне интересная, будем наблюдать. Хорошего в ней мало, но все, что остается, это только наблюдать и не спешить с выводами. Двигаемся дальше. Далее у нас снова New Jeans, которые хотят вернуть маму, и их поддерживают, давайте подробнее. В социальных сетях разгорелся скандал после публикации бывшего директора по продвижению к кризисному менеджменту Big Hit Entertainment, в котором он критикует HYBE за отношение к своим артистам и сотрудникам. Этот пост вызвал бурную реакцию людей, особенно в свете недавнего скандала вокруг прямой трансляции New Jeans. В своем посте бывший директор рассказал о том, как он помог BTS найти пиар-агентство в США в начале их карьеры, когда другие компании не видели в них потенциала. Он выразил глубокую привязанность к этой команде и отметил, что после успеха BTS агентство было отброшено как старая обувь. Директор выразил свое разочарование в том, как HYBE ведет себя сейчас, цитата. «Они спросили меня, что сейчас происходит с HYBE, почему они себя так ведут?» Я ответил: «Я сам не знаю. Я верю, что те, кто забывает благодарность и ослеплен успехом, в конечном итоге потерпят неудачу». Далее он прокомментировал недавнюю ситуацию с New Jeans, отметив, что нынешние и бывшие сотрудники HYBE хранят молчание по этому поводу. Он связал это с тем, что компания становится слишком большой и пытается превратиться в нечто большее, чем просто музыкальный лейбл. Он также высказал предположение, что гендиректор HYBE Бан Шихёк, возможно, не изменился с тех пор, как они работали вместе, и что ситуация с New Jeans — это, в кавычках, та же история. Цитата. «Когда развлекательный бизнес становится слишком большим и владелец пытается превратить его в другую индустрию, возникают такие проблемы. Действительно ли нам нужно расширять музыку в комплексную культуру или еще дальше?» Пост бывшего директора вызвал
Естественно, наплыв комментаторов, некоторые из них оставили свое мнение прямо в данной новости, и я это озвучу. Они также украли все ноу-хау Мин Хи Джин и теперь планируют выбросить ее. Хайп должны обанкротиться. Тараканы всегда роются там, где деньги. Это именно так. Этим бредовым фанатам Банши Хёка нужно взять себя в руки. Той поддерживающей сплоченной компании из прошлого больше нет. Все уже отодвинуты в сторону. Хватит так защищать компанию. Это уже раздражает. Они всегда были такими подлыми людьми. Использовать людей или команды, которые усердно работали и добились отличных результатов как одноразовый предмет, а затем выбрасывать их. Это серьезно отвратительно. Удивительно, как последовательно они это делают. Я искренне желаю, чтобы хайп разорились. Тот факт, что BTS добились успеха, был для них настоящей удачей. Я знаю, что это также было связано с усилиями участников, но, честно говоря, это не значит, что производственные или управленческие возможности компании были такими уж выдающимися. Я надеюсь, что BTS просто благополучно покинут эту компанию, и многие другие комментарии. Вот такая история, не опять, а снова продолжаются разборки. Я думаю, как обычно, все дело в деньгах и власти. Но кто мы такие, чтобы знать всю правду? Скромные наблюдатели, поэтому предлагаю вам просто скромно наблюдать, чтобы нас не задело. И потом, когда история закончится, если она закончится, сделаем выводы, а пока что двигаемся дальше. Итак, следующая новость, она из области теории, пока это не практика и, может быть, практика не станет. Кто-то посчитал, какую сумму штрафа нужно будет заплатить New Jeans, если они вдруг решат уйти из Эйдор, кинуть хайп, ну и так далее. Давайте подробнее. В индустрии развлечений довольно часто артисты выражают недовольство или предъявляют требования своим агентствам. Обычно это приводит к тому, что артист подает иск о приостановке действия эксклюзивного контракта, если изменения не вносятся в установленный срок. Согласно стандартному эксклюзивному контракту, утвержденному комиссией по справедливой торговле, если певец или агентство не соблюдают условия контракта, они могут потребовать корректировки в течение двухнедельного льготного периода, в случае невыполнения изменений вступить в спор по контракту. Поскольку New Jeans установили срок, в течение которого хайп должен отреагировать, эксперты полагают, что группа может начать процесс расторжения эксклюзивного контракта, если их требования не будут удовлетворены. Опять же, это эксперты предполагают и просто позвенели калькуляторами. По данным источников, маловероятно, что хайп вернет Мин Хи Джин на пост гендиректора к 25 числу. В связи с этим в индустрии существует опасение, что New Jeans могут повторить путь 50-50, о чем я говорил пару новостей назад. Вот. Считается, что участие New Jeans в этом вопросе через прямую трансляцию сделало ситуацию более очевидной и привело к сравнению с инцидентом 50-50. История повторяется. Конечно, существует и вариант, при котором участницы New Jeans могут выплатить неустойку по контракту и стать свободными, именно в кавычки взятым. Однако, по общему мнению, это не так просто, поскольку по стандартному эксклюзивному контракту даже при простом расчете неустойка может стоить вам огромных денег. И давайте поговорим каких. Ожидаемый штраф составляет более 300 миллиардов корейских вон. Далее я буду везде доллары, где только возможно, потому что, в корейских вонах не думаю, что вы быстро соображаете, как и я, в принципе. 225,5 миллионов долларов США, или 20 миллиардов российских рублей. Хотя конкретные условия контракта не были раскрыты, стандартный эксклюзивный контракт комиссии по справедливой торговле предполагает, что неустойка рассчитывается как произведение среднемесячного дохода за предыдущие 2 года на количество месяцев, оставшихся до окончания контракта. New Jeans дебютировали в 2022 году, и Эйдор, в котором эта группа является единственным артистом, за прошлый год получили доход примерно в 110,5 миллиардов вон. Во время аудита Hype также стало известно о переписке в Kakao Talk. Ой, опять начинается эта история. Hype vs Эйдор, смотрите предыдущие выпуски. Мягко говоря, не маленький штраф для такой небольшой группы по количеству участников. Кто знает, что у них там на счетах висит. Поэтому будем наблюдать за ситуацией. Все это только гипотетически. Это эксперты предполагают, анализируют возможные риски, потери и так далее. Так что не нужно сейчас бежать и орать, что вот, все, New Jeans расторгает контракт. На момент записи видео, по крайней мере, не расторгали. Но, видимо, чего-то хотят пересмотреть, о чем я уже и говорил. Хотят вернуть Мин Хи Джин. Будем наблюдать и двигаемся дальше. И у нас снова поддержка в сторону New Jeans от бывшего креативного директора Blackpink. Давайте подробней. На фоне неутихающих разногласий между New Jeans и лейблом Hype, бывший креативный директор Blackpink Шин Сон Джин, также известный как Sing City, в общем, никнейм на экране, публично выразил поддержку группе New Jeans и бывшему гендиректору Эйдор Мин Хи Джин. После неожиданной прямой трансляции 11 сентября, во время которой участницы New Jeans высказали свои опасения, связанные с вновь назначенным руководителем Эйдор, и потребовали восстановления в должности Мин Хи Джин, Шин Сон Джин опубликовал сторис в их поддержку. Недавно New Jeans дали Hype двухнедельный срок до 25 сентября на восстановление Мин Хи Джин в должности гендиректора Эйдор, что было расценено экспертами индустрии как шаг в направлении расторжения эксклюзивных контрактов. И тут еще тоже комментарии появились. Конечно же, от корейцев, озвучу.
А разве он не поддерживал их и раньше? Я так рада видеть подобную поддержку в шоу-бизнесе. Он молодец, нелегко на такое решиться. У меня слов признательности не хватит, чтобы отблагодарить его за постоянную поддержку. Все люди, которые поддерживают NewJeans и Minhyejin, не стесняются показывать свое истинное лицо. Это он указал на то, что Believe Lab выпустили похожий контент, правильно же? Думаю, я бы в таком случае тоже поддержал бы NewJeans. Спасибо большое! Он настоящий взрослый. Он потрясающий. Это было нелегко, но он все равно встал на их сторону. В общем, такие вот комментарии, как вы видите, и у нас от Blackpink бывший сотрудник есть, достаточно высокопоставленный, и от Big Hit. Куда это нас всех приведет, опять же, не ясно, но... Что можно сказать? Опять же, наблюдаем за ситуацией. Желательно ничью сторону не принимать, хотя, конечно, сердцу не прикажешь, но вот лично я просто слежу за ситуацией и не более. А мы с вами двигаемся дальше. Далее NewJeans, судя по всему, выразил поддержку достаточно известный артист из группы BTS, это Чонгук, и давайте подробнее. Корейские интернет-пользователи были удивлены тем, что участник группы BTS Чонгук, судя по всему, выразил поддержку группе NewJeans в ее затяжном конфликте с компанией HYBE. 14 сентября в аккаунте Чонгука появился новый пост с фотографией его собаки по имени Бам, под которой красовалось 5 разноцветных эмодзи в виде сердечек, эмодзи бицепса и слова «Артисты не виноваты». Многие пользователи посчитали, что 5 эмодзи-сердечек символизируют участниц NewJeans, а эмодзи с бицепсом — адресованное им пожелание быть сильными и не сдаваться. Но опять же, это все предположение, а может быть так и есть, кто знает. Комментарии людей. Единственный настоящий мужик в HYBE! Он такой искренний. Вот именно, люди должны проснуться и понять, что они делают с этими юными беззащитными девушками. Вот бы сейчас увидеть лицо Банши Хёка. Уверена, ему было нелегко запостить такое. Уважаю. Нужно столько мужества, чтобы пойти против большого начальства. Честно говоря, все через что сейчас проходят артисты HYBE, BTS тоже пережили. Люди не должны молчать, когда что-то не так. Он первый, кто это сделал. Неужели этим взрослым людям не стыдно? Обращаются с молодыми как с инструментами в своих денежных играх. Молодец, Чонгук! Наверняка Банши Хёк сейчас в ярости. Пожалуйста, заберите Чонгук и NewJeans подальше от этих неблагодарных свиней. И многие другие комментарии. Является ли этот пост поддержкой или нет, официально артист не заявлял, можно предположить, что да. Ну и возможно, даже в случае, если этот пост действительно является поддержкой, то, учитывая статус, возможно, может себе позволить Чонгук такое писать, потому что, ну, его-то явно не выгонят и не выкинут, по крайней мере, ну, не с одного такого вот захода. Но, опять же, что хотел сказать артист, думаю, знает только сам артист, поэтому не будем ничего тут утверждать и двигаемся дальше. Итак, пока что можете выдохнуть, вроде бы с тяжелыми новостями пока что все. У нас тут благотворительность, РМ, у которого был день рождения, кстати, с прошедшим. Счастья, здоровья и давайте подробнее. РМ из BTS отметил свой день рождения, пожертвовав ветеранам 100 миллионов южнокорейских вон, что примерно 75 тысяч долларов США в пересчете на понятные деньги. 12 сентября, согласно информации Big Hit Music, РМ сделал пожертвование в рамках кампании Министерства по делам патриотов и ветеранов Uniform Worker Operation Campaign, которая направлена на укрепление уважения и признательности военнослужащих, включая членов вооруженных сил, полиции, пожарных и тюремных служащих. Средства будут использованы для того, чтобы почтить и поддержать людей, которые получили и продолжают получать национальные заслуги наряду с семьями погибших военнослужащих. Через свое агентство РМ передал следующее сообщение. В последнее время я стал чувствовать преданность многих людей в нашей стране. Надеюсь, что этот вклад сможет оказать небольшую помощь всем героям, посвятившим себя нашей нации и тем, кто работает ради мира. Он также выразил благодарность своим фанатам, сказав: «Я хотел бы выразить искреннюю благодарность армии, которые всегда шлют мне любовь и поздравления». Лидер BTS каждый год занимается благотворительностью по случаю своего дня рождения. В прошлом году он сделал пожертвование Корейскому обществу судебной медицины, чтобы поддержать профессиональную подготовку. В 2021 и 2022 году он делал пожертвование Фонду зарубежного корейского культурного наследия для поддержки реставрации и сохранения корейских культурных ценностей за границей. С мая прошлого года РМ также выступает в качестве почетного посла Агентства Министерства обороны по восстановлению и идентификации останков жертв Корейской войны. Что ж, с прошедшим днем рождения, товарищ главный в группе BTS, хорошей службы, крепкого здоровья и, опять же, поступок, заслуживающий уважения, что еще можно сказать. Благотворительность — это прекрасно, если вы можете себе ее позволить. И неважно, много или мало. Двигаемся дальше. И все-таки придется вернуться немножко в мир интриг, скандал, расследований. У нас тут внезапно группа 50-50 снова появилась, но в
том контексте, в котором мы привыкли чаще всего про них слышать. Давайте подробней. Агентство группы 50-50 Attract примет судебные меры против Warner Music Korea за попытку уговорить бывших участниц покинуть агентство и подписать контракт с этим агентством, заявил лейбл группы в пятницу. Цитата. Мы получили исчерпывающие юридические доказательства того, что Warner Music Korea, The Givers и бывшие участницы 50-50 Аран, Сена и Шио вступили в сговор, чтобы нарушить свои эксклюзивные контракты и занимались незаконным сговором, говорится в заявлении Attract. Мы получили аудиозаписи их встреч, состоявшихся 13-17 мая и 6 июня 2023 года, а также другие сопутствующие материалы, говорится в сообщении агентства. В соответствии с планами, обсуждавшимися на их встречах, эти недобросовестные стороны подали предварительный судебный запрет для пристановки действий их эксклюзивных контрактов с Attract 19 июня 2023 года. Заявление было сделано через 2 дня после того, как местное новостное издание Dispatch сообщило, что Ан Сон Иль из продюсерской компании The Givers рассказал родителям участниц 50-50, что у него есть знакомый в Warner Music, некий финансовый директор Саймон, который, цитата, согласился подписать контракт с 50-50. Warner Music Korea отрицают свою причастность к действиям бывших участниц 50-50 против агентства, но бывшие руководители Warner Music Korea встречались с родителями участниц, говорится в отчете Dispatch. Warner Music Korea, главная сила, стоящая за этим противоправным действием, попыталась незаконно захватить наших ценных артистов, используя финансовую власть и силу принуждения. С сегодняшнего дня мы будем тщательно изучать все юридические возможности в борьбе с Warner Music Korea. Мы подтверждаем свою готовность привлечь к полной ответственности все стороны, вовлеченные в эту схему, заявили в агентстве. 50-50 готовится к своему грандиозному дебюту, который состоится 20 сентября с первоначальной участницей Киной и 4 новыми участницами Шанель Мун, Евон, Ханой и Афиной. Новый альбом Love Tune выйдет через год после последнего альбома группы The Beginning, который представлял собой сборник ремиксов и песен, исполненных оригинальными участницами, и не содержал ни одной новой песни. Это также первый крупный проект 50-50 с момента выхода сингла Cupid, который вывел группу на мировой музыкальный рынок. Ясно, что ничего не ясно, понятно, что ничего не понятно. Как обычно, деньги, власть, как я говорил раньше, наша любимая музыкальная индустрия — это просто бонус сверху, такая вот пыль, что есть песни, которые нам нравятся. Все это на самом деле делается ради денег. По крайней мере, со стороны тех, кто в это вкладывает деньги. Плохо ли это? Да нет, оно только так и может работать. Обладатели денег инвестируют деньги, чтобы получить еще больше, а люди реализуют свои вот творческие задумки, имея в виду то, что они, по сути, подписывают договор, чтобы стать инструментом для заработка. Грустно ли это? Нет, так мир устроен. Можно ли не обращать на это внимания? Можно. Отрицать? Да, конечно, это ж ваша жизнь. Делайте все, что хотите. Но в целом посмотрим, что нам выкатит 50-50 версии 2.0 с новым составом. И двигаемся дальше. Итак, далее у нас Enhypen, неприятный инцидент с Sasen-фанаткой, давайте подробней. В сети бурно обсуждают поступок Джейка из Enhypen, который, по мнению некоторых интернет-пользователей, оттолкнул от себя Sasen-фанатку в аэропорту. Инцидент произошел 11 сентября, когда в интернете появилось видео, на котором запечатлен парень-айдол, толкающий Sasen-фанатку. Видео быстро набрало множество просмотров, а позднее было установлено, что айдол на видео — это Джейк из Enhypen. В завирусившемся посте с видео говорилось: люди разделились на 2 лагеря, фанаты напирали, несмотря на усилия охраны. Одни считают, что их можно было оттолкнуть, а другие задаются вопросом, зачем было толкать, если охрана и так справлялась. В комментариях к видео одни люди также оправдывают действия Джейка, в то время как другие осуждают его. Итак, комментарии. Сегодня достаточно много в выпуске озвучки комментариев. Это Sasen, так что плевать абсолютно. Так ей и надо. Просто не надо было становиться с Сасенами. Я что-то задумался, это как, знаете, их облучило радиацией, и вместо получения суперсил они получили суперсасенство. Но вернемся к комментариям. Разве это не внутренний поезд аэропорта, на который можно попасть только после прохождения контроля безопасности с посадочным билетом? Должно быть, это реально Sasen. Но это не мое дело. Это не важно, ведь он оттолкнул свою преследовательницу. Если бы вы видели, как смирно ведут себя Enhypen в аэропорту, это решило бы вас дара речи. Каждый раз, когда появляется подобное видео, надеюсь, что Sasen-фанатка не из Кореи. Сасены ужасны. Быть Сасеном — преступление. Отвратительно, просто отвратительно. Ничего себе, как близко эта Sasen-фанатка подобралась. А зачем они так себя ведут? А прикол в том, что если охранники будут так себя вести, то люди скажут, что это чрезмерно или что-нибудь в этом роде. Это просто смешно. Ахахахаха. Думаю, не было ничего противозаконного в том, чтобы ударить эту Sasen-фанатку по башке. Естественно, мы тут с комментариями не согласны. Многими в плане это просто озвученное мнение людей из интернетов. Мы тут ничего вам не предлагаем такого. Я и моя воображаемая редакция. Ну, такая вот история. Что вы думаете, пишите в комментариях, потому что уместно ли
опускаться до того, чтобы хотя бы давать отмашки неадекватным фанатам, или нужно просто ждать действия охраны, а вдруг у неадеквата нож какой-нибудь. Очень спорная тема, где абсолютно правильного ответа нет, но мы можем попытаться найти с вами истину в комментариях. Группе Enhypen всего хорошего, крепких нервов Джейку, и двигаемся дальше. Итак, далее у нас Онью из группы Shiny. Он рассказывает о некоторых трудностях, связанных с его альбомом, и давайте подробнее. Онью из Shiny и Boy Next Door приняли участие в передаче SBS Power FM Call 2 Show Escape at 2 PM. Певец Онью поделился своими мыслями о выпуске нового альбома после расставания с SM Entertainment. Онью из Shiny после ухода из SM. Я был удивлен, сколько денег уходит на создание альбома в моей новой компании. Когда его спросили о связи с Boy Next Door, Онью рассказал: режиссер, который занимается Boy Next Door, сейчас работает со мной в моей новой компании. Так мы познакомились и начали взаимодействовать. Диджей Муджи пошутил: похоже, этот режиссер хороший человек, обычно после ухода из компании отношения портятся. Boy Next Door добавили: он действительно замечательный человек, мы нашли общий язык, и когда встречаемся с Онью на съемочной площадке, я чувствую сильную внутреннюю связь. Поэтому даже попросил его поучаствовать в челлендже. Затем упомянули о возвращении Онью как сольного артиста спустя 18 месяцев и попросили его представить новый альбом. Онью объяснил: заглавная песня называется Attraction, и она о том, что ты можешь быть великим человеком в любом месте, если уверенно демонстрируешь свое обаяние. Харизма решает. В завершении его спросили: это твой первый альбом после ухода из SM Entertainment и перехода в новую компанию, были ли трудности? Онью из Shiny ответил: мне пришлось курировать и утверждать множество вещей одну за другой, тогда я понял, вот почему на это тратятся деньги, профессионалы действительно бесценные. Я был удивлен, сколько денег вкладывается в выпуск альбома. На самом деле, безумное огромное количество, что для меня не было давно уже тайной, но тем не менее, возможно, это намекнет вам на то, как нужно все-таки ценить хорошие песни, которые выходят в последнее время у многих артистов, а не просто послушать и забыть. Но, опять же, это просто я со стороны человека, который занимается производством и прочим говорю, но у вас может быть другое мнение. Тем не менее, история достаточно познавательная. Начинать заново, в кавычках заново, всегда трудно, но будем надеяться, что у Онью все будет хорошо, и следующий альбом уже будет более прост в освоении. И бюджета выделит больше. Все, такая история, двигаемся дальше. Итак, если вы любите группу Seventeen, то новость немножко грустная, кое-кто уходит в армию, и давайте подробнее. Джон Хан из Seventeen уходит в армию. 12 сентября Pledis Entertainment опубликовали следующее заявление. Здравствуйте, это Pledis Entertainment. Мы хотим сообщить новость о предстоящем зачислении Джон Хана на военную службу, которая состоится 26 сентября 2024 года. Как объявлялось ранее, он не сможет принять участие в промо-мероприятиях 12-го мини-альбома Seventeen и мировом туре. Однако появится в предварительно записанных материалах. В день зачисления не будет проводиться никакого официального мероприятия, поэтому убедительно просим воздержаться от посещения мест его военной службы. Пожалуйста, отправляйте искренние слова поддержки Джон Хану через Viewers. Мы просим вас продолжать любить и поддерживать артиста. Пожалуйста, передайте свои наилучшие пожелания по его возвращению в целости и сохранности. В свою очередь, мы также продолжим оказывать Джон Хану всю необходимую поддержку в это время. Спасибо. Ну что ж, хорошей службы Джон Хану, судя по всему, он просто пойдет служить, без всяких нюансов, видимо, здоровье у него отличное. Так что, удачи и двигаемся дальше. Участник Stray Kids стал амбассадором, а также украсит с собой обложку журнала. Как его зовут, вы видели из заголовка или из гифки, которая обычно в заголовках прикрепляется. В общем, давайте подробней. Хёнджин из Stray Kids официально стал новым амбассадором Cartier. 12 сентября Esquire Korea эксклюзивно объявили, что Хёнджин был выбран новым лицом легендарного французского люксового бренда ювелирных изделий и часов Cartier. Жалко, что они не платят мне за рекламу, да? В заявлении подчеркивается его яркая внешность, мощная харизма и неотразимая аура, которые идеально сочетаются с вневременной коллекцией Trinity от Cartier. Кроме того, было объявлено, что Хёнджин украсит октябрьский выпуск журнала Esquire Korea потрясающие фотосессии и интервью на 18 страниц. Потрясающие фотографии были представлены вам на экране, интервью я, скорее всего, вам не озвучу, потому что в последнее время я смотрю, что интервью мало кого интересует в рамках этого канала, по крайней мере, поэтому сами можете его почитать. А Хёнджину всего хорошего и двигаемся дальше. И чтобы далеко не уходить от украшателей обложек, у нас тут Джин из BTS, который тоже украсит с собой обложку. Все правильно, давайте подробней. Джин из BTS продолжает завоевывать мировые вершины, став главным героем обложки последнего выпуска Vogue. Его появление на обложке знаменитого модного издания подчеркивает не только его статус одной из главных кей-поп звезд, но и его значительное влияние на мировую модную индустрию. В рамках фотосессии Джин продемонстрировал утонченный и стильный образ в качестве амбассадора Фред. Этот выпуск Vogue стал важным событием не только для фанатов, но и для модного мира в целом.
Джин из BTS, облаченный в элегантные и современные наряды, продемонстрировал свое мастерство в создании уникального стиля и привнес в обложку журнала свежий и вдохновляющий взгляд на моду. Свежий вдохновляющий взгляд на моду, пожалуйста, вот он на экране. Опять же, все хорошо. Джину, опять же, успехов, возможно, чуть более чем 4 часов сна, потому что я предполагаю, что где-то столько он сейчас и спит при его графике. И двигаемся дальше. Итак, пройдемся по концертным новостям. Начинаем с группы The Rose и давайте подробнее. Вокалист The Rose и сольный исполнитель Усон отправляется в тур. Недавно Усон объявил о предстоящем сольном мировом туре Before We Die, который стартует в следующем месяце. 11-дневный тур начнется с выступления в Бангкоке, Таиланд, 17 октября и должен охватить города в Азии, Океании, Европе и Северной Америке, включая Лос-Анджелес и Нью-Йорк. Между тем, 28 августа артист выпустит свой новый сингл Day That I Die. Он также объявил, что его новый альбом 4 выйдет 4 октября 2024 года. В общем, 4 четверки. Может, я там лишнюю сказал. Даты остановки тура я вам озвучу, чё уже и нет. 17 октября Бангкок, Таиланд, 19 Макао, 23 Сидней, Австралия, 24 Мельбурн, Австралия, 27 Окленд, Новая Зеландия, 30 Лондон, Великобритания, 2 ноября Париж, Франция, 6 ноября Бруклин, Нью-Йорк, 8 ноября Сан-Антонио, Техас, 10 ноября Мехико, Мексика, 17 ноября Лос-Анджелес, Калифорния. Что можно сказать? Удачных выступлений прекрасному артисту-вокалисту, и группа The Rose тоже по-своему хороша. Я, кстати, тут почти записал на них кавер, но когда он выйдет, говорить не буду, но совсем скоро. И мы с вами двигаемся дальше. А на очереди у нас возвращение легенд продолжается. 2NE1, концертная новость, давайте подробно. 2NE1 объявили новые остановки своего предстоящего тура. Согласно сообщению YG Entertainment от 10 сентября, группа добавила 2 города к своему концертному туру в честь 15-летия под названием 2024-25 2NE1 Asia Tour Welcome Back. Они выступят 8 декабря в Гонконге, 21 декабря в Сингапуре. 2NE1 подтвердили концерты в общей сложности в 7 регионах 4 и 6 октября, точнее 4-6 октября в Сеуле, 16 ноября в Маниле, 23 ноября в Джакарте, 29 ноября-1 декабря в Кобе, 13-15 декабря в Токио и недавно добавленные шоу в Гонконге и Сингапуре тоже туда включены. Еще 2 остановки пока не раскрыты. Поклонники с нетерпением ждут возвращения на сцену легендарной женской кей-поп-группы, которая завоевала сердца нескольких поколений. В этом туре артистки исполнят свои многочисленные хиты и покажут выступления, отражающие их 15-летний опыт. Глобальный отклик на концертный тур 2NE1 уже впечатляет. В Сеуле, Кобе и Токио все доступные места ушли в солд-аут сразу после открытия продаж, что привело к добавлению дополнительного шоу в этих городах. В Сеуле даже места с ограниченным обзором были быстро распроданы, что демонстрирует огромную популярность группы. И если вы вдруг окажетесь на концерте 2NE1, вы знаете, в какой телеграм-канал зайти и под любой пост это засунуть. Вот фотографии с выступления любой группы вообще, которая связана с нашей любимой индустрией. Потом даже можно отдельный пост сделать из ваших картинок, и все мы попускаем слюни и позавидуем. А 2NE1 всего хорошего, успешных концертов и двигаемся дальше. На очереди у нас рок-группа Day6. Сегодня у нас так много рок-групп в концертных новостях, уже аж 2-я, и давайте подробнее. Билеты на концерты Day6 в рамках нового мирового тура пользуются огромным спросом. Мужская группа собирается отправиться в свой 3-й мировой тур Forever Young, который начнется с 3-дневного концерта на Inspire Arena в Инчхоне 20-22 сентября. После открытия общей продажи билетов 29 августа все 40 тысяч мест на 30 выступлений были распроданы. Это sold out, дамы и господа. Кроме того, Day6 распродали билеты на несколько своих зарубежных концертов. Их шоу в Куала-Лумпуре 5 октября, Бали 13 октября, Сурабае 16 октября, Джакарте 19 октября и Сингапуре 22 ноября ушли в sold-out. Из-за высокого спроса были запланированы дополнительные выступления 6 октября в Куала-Лумпуре и 20 октября в Джакарте, билеты на которые также были распроданы. В итоге уже 10 концертов в 6 городах ушли в sold-out, что отражает растущую международную популярность группы. Между тем, недавний хит Day6 Meltdown добивается впечатляющих успехов в корейских чартах вместе с другими их популярными треками, такими как Welcome to the Show, Happy, You Were Beautiful и Time of Our Life. Ну что ж, прекрасная группа, и вообще здорово, что рок-группа южнокорейская тоже делает мировой тур и уходит в sold-out. Ни одной же поп-музыкой мы с вами едины. Против поп-музыки тоже ничего не имею, я вообще обожаю музыку. Музыка нас связала. Хороших выступлений парням и двигаемся дальше. И с пылу жару еще одна концертная новость появилась, хотя учитывая, через сколько дней этот выпуск вы увидите, уже не с такого пыла, не с такого жару, но для меня в момент записи уж точно. A-Turn, давайте подробнее. Новички из кей-поп бойс-бенда A-Turn представили даты мирового турне A-Turn Rise, которое начнется в 2025 году и будет включать концерты в Нью-Йорке, Чикаго и других городах. О предстоящих датах мирового турне A-Turn Rise было объявлено 11 сентября через
он же X, он же Twitter, где был опубликован постер. Первые объявленные даты включают в себя американский период, а другие регионы будут объявлены в будущем. Итак, вот американские даты. США, апрель 2025 года. 9 число, Нью-Йорк, Нью-Йорк Таун-Холл. 11 Атланта, Джорджия, Бакхед Театр. 14 Орландо, Флорида, The Plaza Live. 16 Чикаго, Иллинойс, The Vic Theater. 19 Миннеаполис, Миннесота, Versi Theater. 21 Денвер, Колорадо, Summit. Дальше у нас 23 Даллас, Техас, The Echo Lounge and Music Hall. 25 Хьюстон, Техас, House of Blues. 27 Феникс, Аризона, The Van Buren. 29 Солт Лейк Сити, Юта, The Complex. Май 2025. 2 число Лос-Анджелес, Калифорния, The Orpheum. 5 Сан-Франциско, Калифорния, Дворец изящных искусств. Ну, конечно же, названия были прочитаны с великолепным English, так что жду комплименты. Группа A-Turn, состоящая из Мёнхо, Джиюна, Минхо, Юнсона, Хэмина, Кёнмина, Юнго и Сэнхёна, дебютировал в январе 2023 года со своим первым мини-альбомом A-Turn Rise. Последним релизом группы стал третий мини-альбом Stunning, выпущенный в январе 2024 года. Ну что ж, парням удачных выступлений и двигаемся дальше. А рубрику с рекордами, победами и достижениями открывает участник BTS, имя которого начинается на букву Ч. Это Чонгук. И давайте подробнее. Чонгук из BTS установил еще один замечательный рекорд. 18 его песен набрали более 100 миллионов прослушиваний на крупнейшей в мире музыкальной платформе Spotify. Недавно трек Somebody из его первого сольного альбома Golden, выпущенного в ноябре прошлого года, превысил 100 миллионов прослушиваний. Somebody — 8-я песня из альбома Golden, преодолевшая эту отметку. У Чонгука есть 3 песни из альбомов BTS с более чем 100 миллионами прослушиваний: Эйфория, My Time и Begin. Кроме того, 15 его треков, выпущенных в качестве солиста, преодолели эту отметку на Spotify. 7 3D, Standing Next to You, Yes or No, Please Don't Change, Hate You, Closer to You, Left and Right, Too Much, Stay Alive, Dreamers, Still With You, My You, Never Let Go и Somebody. В общей сложности у певца теперь 18 песен с более чем 100 миллионами прослушиваний на платформе. Чонгук становится первым и единственным сольным кей-поп исполнителем с таким количеством песен, достигшим этого рубежа. Кроме того, Golden — первый альбом азиатского сольного исполнителя, 8 песен из которого преодолели отметку в 100 миллионов прослушиваний. Между тем, дебютный сольный сингл участника BTS Seven побил множество рекордов, став самой быстрой песней в истории Spotify, преодолившей отметку в 100 миллионов, 900 миллионов, 1 миллиард и 1,1 миллиарда прослушиваний. По состоянию на сентябрь трек собрал более 1,88 миллиарда прослушиваний и быстро приближается к отметке в 1,9. Чонгук — первый и единственный азиатский сольный исполнитель, 3 песни которого Seven, Standing Next to You и Left and Right преодолели отметку в 800 миллионов прослушиваний. У него также есть 5 песен, преодолевших отметку в 500 миллионов прослушиваний: Seven, 3D, Standing Next to You, Left and Right и Эйфория. Его альбом Golden также отличается тем, что стал первым и единственным альбомом азиатского сольного исполнителя, достигшим 4,2 миллиарда прослушиваний на Spotify. Кроме того, Чонгук недавно стал первым сольным кей-поп-артистом, который преодолел отметку в 7 миллиардов совокупных прослушиваний в своем личном профиле Spotify. Что можно сказать? Торжественно поздравляем артиста со всеми этими достижениями, которые не вместились даже на 2 экрана телефона. Хорошей ему службы, и внезапно список бустеров — это не конец ролика, нет, ни в коем случае. Спасибо, дорогие дамы, господа, товарищи, товарищесы, друзья, друзья, YouTube спонсоры, донатеры. Благодаря вам все это выходит, продолжает и будет выходить, несмотря ни на что. Пока живы вы, жив я, и в общем, будем дальше сотрудничать. Спасибо большое, прямо неоценимо. Прям вот. Слов нет приличных уже, чтобы выразить, насколько я благодарен, поэтому оставлю неприличные за кадром. Далее Бусти. Ранний доступ, дополнительный контент и многое другое ждет вас там. Проходите, смотрите, изучайте. Есть даже бесплатные посты для тех, кто хочет пощупать контент. Там уже, по-моему, более 150 роликов, которые по 2 с копейками часа идут. Так что, думаю, достаточно для того прайса, который там указан. И это прекрасная возможность тоже поддержать канал и сказать спасибо. Далее другие каналы. MPTube, реакции. Неприличное количество, их слишком много выходит. Надо прикрывать лавочку, так что спешите, пока их очень много. Далее, MP Entertainment, музыка, продюсер, звукорежиссер, композитор, артист и дворник в своем этом агентстве пока что вымышленном. Это я. Трек «Яблоки и манго», все еще буду его толкать, пока следующий находится в разработке. Так что слушайте и стримьте. Телеграм-канал Хаплокация, и мы с вами двигаемся дальше. А на очереди у нас Онью и Шайни, и он обошел сам себя, давайте подробней. Сольный исполнитель и участник Шайни Онью завершил первую неделю продаж своего нового альбома. 3 сентября артист вернулся со своим третьим мини-альбомом под названием Flow, в который вошла заглавная песня Beat Drum.
Согласно данным, предоставленным чартом Hanteo, новый альбом разошелся тиражом в 108 199 копий за первую неделю. Таким образом, Flow стал самым продаваемым альбомом Onew за первую неделю, обогнав Circle, недельные продажи которого составили около 101 тысячи экземпляров. Поздравляем певца с этим достижением, всего хорошего и двигаемся дальше. Далее у нас группа Le Sserafim, у них победа, давайте подробней. Le Sserafim получили первый трофей на музыкальном шоу с новым заглавным треком Crazy. В эпизоде шоу Champion от 11 сентября кандидатами на первое место были Runaway Ziyu из Twice, Crazy Le Sserafim, Pineapple Slice Baekhyuna из EXO и Selfish Yoonhee. В итоге трофей получили Le Sserafim, для группы это 28-я победа на музыкальный шоу в целом. Поздравляем девушек и двигаемся дальше. И снова Le Sserafim и еще одна победа с той же песней, давайте подробней. Le Sserafim получили второй трофей на музыкальном шоу с песней Crazy. В эпизоде M Countdown от 12 сентября кандидатами на первое место были Crazy Le Sserafim, ML Down, Day 6. В итоге победу одержали Le Sserafim, набрав в сумме 7694 очка, Day 6 получили 4276 очков. Поздравляем девушек из Le Sserafim и двигаемся дальше. И у нас снова Le Sserafim. В этот раз поздравление в конце новости будет подлиннее, но в честь чего же их поздравлять? Давайте разбираться. Le Sserafim получили награду на премии MTV Video Music Awards этого года. 11 сентября по местному времени женская группа посетила церемонию вручения наград MTV Video Music Awards, которая прошла в UBS Arena в Нью-Йорке. Le Sserafim одержали победу в номинации Push Performance of the Year за свою песню Easy. Группа также выступила на предварительном шоу VMA 2024, исполнив свои песни 1800 Hot and Fun и Crazy. В общем, поздравляем девушек, всего хорошего, успехов, вечного лета и двигаемся дальше. А у нас тут Baekhyun из EXO, который прямо как смог, давайте подробней. Участник EXO и сольный исполнитель Baekhyun добился впечатляющего результата на Spotify. Согласно последнему обновлению глобальной стриминговой платформы Spotify, певец официально продавил колоссальную отметку в 1 миллиард совокупных прослушиваний. Дебютировав в качестве сольного исполнителя 10 июля 2019 года с мини-альбомом City Lights, Baekhyun достиг этой отметки спустя 5 лет и 2 месяца. В настоящее время 5 самыми прослушиваемыми песнями Baekhyun на платформе являются Paranoia, Pineapple Slice, заглавный трек из его нового альбома Hello World, For You, Bambi и Cry for Love. Между тем, недавно выпущенный четвертый мини-альбом Hello World стал его самым продаваемым альбомом за первую неделю, а также его третьим альбомом, достигшим 1 миллиона продаж. Поздравляем Baekhyuna из EXO, прекрасный артист. Счастья, здоровья и двигаемся дальше. Далее у нас V из BTS, у него рекорд прослушиваний, давайте подробней. Участник BTS и сольный исполнитель V достиг нового рекорда по числу прослушиваний. Согласно последним данным Spotify, сольный сингл мировой звезды Love Me Again преодолел отметку в 800 миллионов прослушиваний на платформе, став его первой песней, достигшей такого результата. На данный момент это также самая популярная композиция на его сольном профиле в Spotify. Песня, выпущенная 10 августа 2023 года в качестве третьего трека с дебютного альбома Layover, достигла этого рубежа спустя год и месяц после выхода. Достижение подчеркивает не только успех V из BTS как исполнителя, но и значимость его работы для мировой музыкальной индустрии. С чем мы, конечно, артиста и поздравляем, желаем ему хорошей службы и двигаемся дальше. А у нас тут рейтинг репутации мужских групп подъехал, Корейский институт бизнес-исследований, но вы знаете, в общем сразу список тут, ведущий здесь. Голос выходит отсюда, давайте подробней. 30 место One on One, 29 Highlight, 28 One Us, 27 FT Island, 26 SF9, 25 Treasure, 24 VIX, 23 GOT7, 22 B1A4, 21 TVXQ, 20 Infinite. 19 Пентагон, 18 Astro, 17 2PM, 16 Boy Next Door, 15 B2B, 14 ATEEZ, 13 TXT, 12 Monster X, 11 Super Junior, 10 место TWS, 9 EXO, 8 Enhypen, 7 Rise, 6 Zero Base One, 5 BTS, 4 The Boys, 3 Shiny, 2 Stray Kids и на первом месте Seventeen. Вот такой вот рейтинг репутации мужских групп за сентябрь 2024 года. Нашли любимую группу, смело пишите в комментариях. Всех поздравляем и двигаемся дальше. Постольку наши с вами дни это вторник и четверг на ютубе, то эту новость вы уже наверняка слышали, но я тоже слышал ее в тот день, когда она вышла. Однако, Suga, дело завершилось. Какое же наказание получил артист, давайте подробнее. Участнику группы BTS Suga, обвиненному в вождении в нетрезвом виде, прокуроры выдвинули штраф 15 миллионов вон. По данным News One и юристов, уголовный отдел номер 2 прокуратуры Западного округа Сеула выписал участнику BTS Suga штраф в размере, переведу в деньги наши понятные, $15 тысяч за вождение в нетрезвом виде. Хотя новость о предъявлении обвинения Suga была объявлена 10 сентября, прокуратура не раскрыла сумму штрафа, что
вызвало всеобщее внимание. Шуга обвиняется в вождении электроскутера в состоянии алкогольного опьянения на одной из улиц Ханнам-дом, Йонсангу 6 августа. Согласно закону о дорожном движении, содержание алкоголя в крови 0,08% и более наказывается лишением лицензии, тюремным заключением на срок от 1 года до 2 лет, штрафом от 5 миллионов вон до 10 миллионов вон и так далее. Если уровень алкоголя в крови превышает 0,2%, наказание ужесточается до лишения свободы на срок от 2 лет до 5 лет, штрафа в размере от 10 миллионов вон до 20 миллионов вон. Получается, это конец истории. Дали небольшой штраф, по меркам такого большого артиста небольшой. Да, конечно, публичное осуждение еще какое-то время будет продолжаться, но, скорее всего, люди, как обычно, все забудут, простят и так далее. Самое главное, что здесь государство, опять же, действовало по принципу «закон для всех один» и не делал никаких поблажек, потому что он участник BTS и известный артист. Иначе потом было бы проблем еще больше, уж поверьте, так оно и бывает. Кроме того, артиста не посадили, не дали условный срок, поэтому, в принципе, можно считать, что дело завершилось с наименьшими потерями. С чем мы, конечно, поздравляем артиста, желаем ему оправиться и больше не допускать подобных ошибок. Двигаемся дальше. А у нас тут Джин, который работает один за 7 и бесконечно принимает участие в новых активностях. Вот сегодня он стал волонтером, давайте подробней. Джин из BTS тронул фанатов, став волонтером в приюте для собак, несмотря на свою аллергию. Недавно Джин появился в благотворительной программе японского телеканала MTV 24 Hour TV. Он участвовал в передаче под названием Everybody's Zoo, где купал и ухаживал за спасенными собаками вместе с Айбой из японской айдол-группы Араши. Съемки проходили в приюте для собак в Корее, где Джин и Айба обеспечивали животных необходимым уходом. Джин, тепло улыбаясь, любезно купал и ухаживал за собаками. Даже во время выполнения сложных заданий он не переставал улыбаться и искренне заботился о животных. Айдол объяснил свою мотивацию появления на шоу, цитата: «Я подумал, что если я покажу себя за этим занятием, люди, которым волонтерство обычно неинтересно, могут подумать, может быть, мне тоже стоит попробовать волонтерство в приюте. Вот почему я решил поучаствовать». Он добавил: «Я очень успешный айдол, не так ли? Я думаю, что благодаря любви своих фанатов я могу стоять здесь и принимать участие в этой программе». После трансляции приют Rainbow Heaven поделился историей в социальной сети, рассказав подробнее о визите Джина. Несмотря на аллергию, Сок Джин заранее принял лекарство и стал волонтером. Его искренность глубоко тронула нас, и мы очень благодарны ему. Далее в приюте рассказали, как участник BTS неустанно помогал купать и ухаживать за собаками и даже убирал вольеры в жаркую погоду, не выказывая никаких признаков дискомфорта. Он только из армии вернулся, там дискомфорта, думаю, было побольше. Он также нашел время внимательно выслушать истории о спасенных животных, проявляя неподдельный интерес к их прошлому. Глубокая связь Джина с приютскими животными может проистекать из его собственного опыта. Ранее, в детстве, он взял собаку-спасателя и заботился о ней 12 лет, что, вероятно, сделало его волонтерскую работу еще более значимой. Ну что ж, любите братьев наших меньших, это прекрасно, и несмотря на аллергию, человек принял лекарство и пошел, что опять же вызывает только уважение. У меня есть один случай, знакомый, у которого страшная аллергия на котов, просто невыносимая, но у него есть кошка, и он ее любит, ради нее ест таблетки, которые, кстати, на самом деле не очень помогают печени, но пока вроде нормально справляется. Так что вот, иногда любовь к животным может пересилить любые обстоятельства. Так что очаровательная история, и двигаемся дальше. Джей Хоуп и Фаррелл Уильямс. Что же они такое готовят? Давайте подробнее. Джей Хоуп из BTS опубликовал фото в социальной сети с американским певцом и автором песен Фарреллом Уильямсом, который в настоящее время находится в Южной Корее в качестве креативного директора мужской линии Louis Vuitton. Подпись гласила "PNG can't wait for 2025", что переводится как "PNG не могут дождаться 2025 года". Что вызвало спекуляции среди фанатов о возможном проекте. Комментарий РМ лишь усилил обсуждение среди фанатов. Учитывая роль Фаррелла Уильямса в Louis Vuitton и позицию амбассадора Джей Хоупа в этом бренде, возможно, в разработке находится что-то связанное с миром моды. Эта идея кажется правдоподобной, особенно учитывая недавнее сотрудничество Фаррелла Уильямса и G-Dragon из Big Bang для модного аукциона. Также возможно, что в разработке находится музыкальное сотрудничество, так как Джей Хоуп и Фаррелл Уильямс могут работать над новым треком, альбомом или другим музыкальным проектом. Добавляя к ожиданию напряжения, лидер BTS прокомментировал пост: "Next year, please come faster". Следующий год, пожалуйста, приходи быстрее. Это еще больше подогрело спекуляции, и фанаты задаются вопросом, может ли Новый год принести сотрудничество, включающее как Джей Хоупа с Фарреллом Уильямсом, так и проект с участием всей группы BTS и американского певца. Ну и для тех, кто не знает, да, BTS планирует воссоединиться в 2025 году, ждать осталось недолго, поэтому посмотрим, вполне себе возможно, что это будет одежда, а может быть трек, а может быть все вместе, может быть что-то третье. Я не экстрасенс, и источников в данном вопросе у меня нет. Не в плане экстрасенсорики, а в плане вот Фаррелла Уильямса, поэтому будем наблюдать.
Джей-Хоупу между делом хорошей службы и двигаемся дальше. Далее RM из BTS трогает сердца фанатов. Давайте подробней. RM из BTS отметил свое 30-летие 12 сентября и поделился с поклонниками моментами из своей нынешней жизни, а также особым посланием для армии. В своем письме он передал много любви фанатов, сказав, что их поддержка помогает ему справляться со всем в жизни. Также RM опубликовал несколько фотографий из своей жизни, включая снимок с ребенком, его стилиста и режиссера. Айдол написал трогательное письмо, в котором выразил свою глубокую преданность и благодарность фанатам. В своем послании он поделился тем, как много они для него значат, и заверил, что скоро вернется, чтобы снова встретиться с ними. Итак, озвучу письмо. «Привет, мои самые любимые, мне уже 30, уже. В этот день, когда я сам часто чувствовал себя ничтожным, вы отправили мне искренние и теплые поздравления, за что я вам очень благодарен. Вы ведь знаете, что благодаря вам я и держусь. В буддизме есть такая фраза: «Ты должен полагаться только на себя, как на светильник в жизни». Когда я нахожусь далеко, в Хвачхоне, и мое сердце неспокойно, или когда без причины охватывает гнев, я вспоминаю эти слова. Сейчас есть много слов, которые я хотел бы сказать, но сегодня вместо этого я выложу несколько фотографий в социальные сети. Как в RPWP, или в том документальном фильме, наступит время и место, когда я смогу высказаться более красиво и достойно, но не здесь и не сейчас. Моя служба в армии подошла к середине. Каждый раз, когда я пробегал 3 километра в тренировочном лагере Нонсана, я доходил до того же момента, когда дыхание было уже на пределе. Как это переходящее, не так ли? Придет зима со снегом, сменится год, потом снова потеплеет, расцветет сакура, а после этого я вернусь к вам бодрым и сильным. Пусть вас сопровождают хорошие дни, добрые слова и светлые чувства. Берегите себя, главное, будьте здоровы. Я вас люблю. Подпись RM. В общем, вот такая новость. Поздравляем еще раз RM с прошедшим днем рождения, от лица всей редакции и лично от себя. Если хотите, можете посмотреть биографию, очень рекомендую, она будет по подсказке, либо просто поищите на канале, плейлист называется Кей-поп-артисты, биографии, вот, поищите, и там есть биография про артиста. Пока он не вернулся из армии, она абсолютно актуальна, потому что там собрана вся информация, которая была про него на тот момент. Так что мы с вами двигаемся дальше. Он уничтожил фанатский чат и зовут его Тэхён, также известен как V из BTS, давайте подробнее. 9 сентября поклонники были приятно удивлены, когда V из BTS присоединился к открытому чату в Kakao Talk. В этот день V вышел в сеть, чтобы отпраздновать первую годовщину своего сольного дебютного альбома Layover и день рождения своей собаки Йонтана. Следуя своей спонтанной натуре, V решил присоединиться к открытому фанатскому чату в Kakao Talk под именем Ким Тэхён, что является его настоящим именем, и поприветствовал поклонников, поинтересовавшись, как у них дела. Сначала фанаты в чате не поверили, что это действительно V из BTS. Когда фанаты попросили доказательства, что это действительно V, он выложил фотографию себя в лифте в военной форме, что привело поклонников в восторг. После подтверждения своей личности фанаты быстро присоединились к чату, чтобы отправить сообщения, выражающие их восхищение и любовь к айдолу. В считанные мгновения открытый чат в Kakao Talk был заполнен сообщениями от сотен поклонников V. Видео, запечатлевшее поток сообщений, было опубликовано на популярном онлайн-сообществе, шокировав корейских интернет-пользователей своим невероятным масштабом. И вот некоторые комментарии. Теперь я понимаю, почему утром заблокировали функцию чата. Это сумасшествие, посмотрите, как быстро прокручивается. Фанаты такие милые, лол. Это было тогда, когда менеджеры чата просили всех замолчать, чтобы Ви мог поговорить, когда вернется, и Ви сказал, что все нормально. Я так завидую, что Ви присоединился к этому чату. Это так хаотично, я бы тоже отправлял сумасшедшие сообщения, если бы был фанатом Ви. Посмотрите на скорость, лол! Как все это можно прочитать? Фанаты такие милые. Он получает так много любви. Так смешно, как все пытались молчать, а потом начали говорить одновременно. Это так мило. Такой типичный Ви, присоединиться к открытому чату. Повезло этим фанатам, не могу поверить, что он присоединился к открытому чату. Он сказал, что в другом чате было сложно пройти проверку для присоединения. Должно быть, было трудно сдерживать все эти сообщения после того, как узнали, что V из BTS присоединился, и многие другие комментарии. Вот такая история. Что вы думаете, конечно, пишите в комментариях. Таким образом, грубо говоря, Тэхён, появившись в чате, уничтожил его, взорвал. Ну, чат, конечно же, до сих пор жив, здоров, там все функционирует, просто что в момент его появления там началось безумие. И мы с вами двигаемся дальше. И снова у нас V из BTS, и празднует он годовщину своего альбома, давайте подробнее. 12 сентября V из BTS опубликовал на своем аккаунте пост с подписью: «У меня проблемы с памятью, но поздравляю себя с первой годовщиной Layover», сопровождая его несколькими фотографиями. На опубликованных снимках представлены обложки его первого сольного альбома Layover. V поделился как летними фотографиями для альбома, так и снимками из студии во время записи, а также селфи, сделанными в процессе подготовки альбома. Его впечатляющая внешность и простые повседневные моменты вызвали восторг у поклонников. Все фотографии, естественно, я вам прикрепить не могу, их тут более 30, но некоторые, пожалуйста, на экране. От из студии. Опять же, интересно, что за микрофон.
профессиональный интерес, похож на аудиотехнику, может быть, это и она. А может быть, не она, кто знает. Но студия интересная. Какая там акустика интересная. Но, опять же, другие фотографии вы тоже уже видели, просто я вот на эту залип, потому что профессиональный интерес. Хотя и другие фотографии тоже хороши. В общем, поздравляем артиста с годовщиной альбома, если он все правильно помнит. И хорошей, опять же, службы, скорейшего возвращения домой. Такой сегодня у нас был выпуск, надеюсь, смотрели от начала до конца, тогда вы испытали полный спектр возможных эмоций, которые могут предоставить вам новости на этом канале. Предупреждаю, что это может быть и не конец видео, сцена после титров может появиться во время монтажа этого видео. Тем не менее, спасибо всем, кто приходит, подписывается, ставит лайки, пишет комментарии, делится видео, несмотря на все проблемы сейчас с этими блокировками, добирается сюда. Огромное вам всем спасибо. И отвечая на вопрос, который бесконечно появляется в комментариях, хотя я на него отвечал уже давно, где рубрика «Когда они вернутся?», сайт сломался, откуда я брал эту новость. То есть эта новость сломана, там просто ошибка кода. Я писал уже на сам этот сайт. Ничего мне не ответили, поэтому, увы и ах, пока что без этой рубрики. Надеюсь, теперь я объяснил это доступно. Тем не менее, как обычно, с вами был Максим, и я не говорю вам прощай, я говорю до новых встреч. Пока. А сейчас либо сцена после титров, либо... нет, как карта ляжет. Это просто невероятно, но появилась сцена после титров. Новость посвящена тому, что Hype прокомментировали тот самый пост от Чонгука, который предположительно поддерживал New Jeans. Давайте подробнее. Big Hit Music прокомментировали недавние посты Чонгука из BTS в аккаунте его собаки в социальной сети. 14 сентября по корейскому времени Чонгук поделился публикациями, в которых, по-видимому, выражает поддержку New Jeans в разгар конфликта женской группы с Hype, материнской компании их агентства Idol. Idol написал, цитата: «Артисты не виноваты и не используйте их». Его посты были истолкованы как поддержка New Jeans из-за использования эмодзи в виде 5 сердец, цвета которых ассоциируются с участницами женской группы. Вскоре после этого Big Hit Music прокомментировали позицию Айдола. Агентство заявило My Daily, цитата: «Мы подтвердили, что это было опубликовано с убеждением, что ни при каких обстоятельствах молодых артистов нельзя втягивать в споры и использовать в качестве щита». Все, на данный момент никаких комментариев больше нет. Что делать с этой информацией, решайте сами. Мое дело было дополнить основную новость. В любом случае, думается мне, что опять же никаких санкций, даже если артист действительно поддержал New Jeans, не последует, так как, все-таки он и из BTS. Тут внутри компании это возможно сработает. А мы с вами либо двигаемся дальше, либо конец выпуска.